Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который посвящен здоровью. Он называется «Здоровым быть легко». Поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня мои советы здоровья. Хочу сказать, что получил большое количество приятных отзывов после последнего семинара, там, где я рассказывал о том, что если у человека частая диарея, то это может быть следствием того, что у человека есть проблемы, связанные с почками, и говорил о том, с пищеварительной системой, рассказывал о том, как Силокс может помочь в этом, также говорил о том, что могут формироваться и увеличиваться количество пурина в крови, а также говорил о том, что могут появляться нефрозы на этом пути и заболевания почек и так далее. И очень много таких положительных моментов было мной сказано. Есть в интернете такое видео, где я рассказываю о том, что молочная кислота участвует в цикле Кребса, и после этого рассказываю о нашатыре там, и так далее, и так далее. И это очень вызвало много таких не очень правильных состояний у людей, и много очень плохих комментариев. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что в случае, если у человека подагра, в случае, если есть артрозы, артриты, все равно, как говорил, так еще раз хочу сказать. Самый простой способ нетрадиционный. Этот нетрадиционный способ использовать настойку из каштана или экстракт каштана, который есть у нас, и использовать капли нашатыря. Каким образом? Вы нигде и никогда не прочитаете, не прочтете о том, что нашатырь можно использовать внутрь. Также есть очень много сведений о том, что нашатырь является ядовитым, если его принимать перорально. Тем не менее, хочу сказать, что на сегодняшний день это является одним из самых лучших и эффективных средств при лечении подагры и при лечении даже острой подагры, в том числе и артрита и заболеваний позвоночника. Я могу сказать, что это имеет объяснение, как я объяснил в прошлый раз, объяснил, почему именно нашатырь, как он участвует, в чем его функция, даже формулу рисовал. Хочу сказать, что принимать его необходимо по одной капле на 1 столовую ложку воды. Первый день 1 капля, второй день 2 капли, третий день 3 капли. Так до 14 капель в обратную сторону. Я его не рекомендую принимать в больших дозировках. Вы, скорее всего, даже не почувствуете его концентрацию и запах. Не нужно этого бояться. Очень усиливается действие такого препарата в случае, если его принимать с 1 или 2 таблетками моего препарата экстракт каштана. Экстракт каштана — это таблетки, которые я рекомендую принимать у людей, у которых есть проблемы с суставами. Также большое спасибо Ирине, которой я подарил сейчас подарок, которая написала о том, как она избавилась от липомы, используя мой метод, просто увеличив прием аскорбиновой кислоты. То есть она, услышав, как я рассказывал об аскорбиновой кислоте, говорила о том, что аскорбиновая кислота в случае, если появляется ее недостаточность, может приводить к появлению липом, а также к ухудшению состояния тазобедренных суставов. Как она написала, сама не заметив, приняла на протяжении вечера несколько пачек аскорбиновой кислоты. Не принимайте в очень больших дозировках аскорбиновую кислоту, если вам ничего не угрожает и вы ничем не болеете. Так как в большом количестве аскорбиновая кислота может спровоцировать появление пиелонефрита, ну и нефроза, в общем-то. Ну и поэтому хочу сказать, что максимальная дозировка при липоме — это 1000 мг 1 раз в день. Это 1 таблетка аскорбиновой кислоты в моем препарате витамин С. 1000 мг. И да, действительно, если принимать аскорбиновую кислоту по 1 таблетке 1 раз в день, применяя ее вместе с препаратом, который называется Силокс, это может заметно улучшить состояние суставов, особенно тазобедренных, и уменьшить липомы и уменьшить их размер. Кстати, еще одно спасибо, я помню, вы написали по поводу использования йода с соком чеснока. То есть вы у меня спросили: Андрей Андреевич, висящие папилломки каким образом убирать? Я вам сказал: возьмите либо чеснок, либо смешайте йод с соком чеснока в пропорции 1 к 1 и смазывайте те места, где у вас есть папилломы небольшого размера. И много людей написало большое спасибо, потому что именно этот рецепт помог им справиться вот с такой
печальной, с таким печальным состоянием. Наша медицина, она очень часто может объяснить на самом деле, как, допустим, скипидар вовнутрь может повлиять на растворение пуринов. То есть и там в составе скипидара находятся фенолы, которые растворяют как раз пурины и растворяют как раз оксалаты и мочевую кислоту в том числе. И есть такие исследования. Единственное, что в большом количестве нельзя, не больше 6 капель один раз в день. И в целом, в случае, если у человека есть такие проблемы с суставами, то ему можно отказаться от мяса, принимать такие капельки. А в случае, если нет, то специально делать ничего не стоит. Некоторые люди спрашивают: Андрей Андреевич, общий синдром усталости, не знаю, что делать, постоянно ощущение, будто сил нет. Особенно сейчас летом. Ну, конечно, когда начинается лето или наступает лето и появляется солнце, то больше всего страдает у нас щитовидная железа. Появляется гипофункция щитовидной железы, снижается иммунитет. Наш организм обычно не адаптирован к такой активности или такой солнечной активности. Также снижается количество аскорбиновой кислоты, как витамина в организме. И это все приводит к тому, что появляются воспалительные процессы, а также снижается иммунитет, появляется заболевание щитовидной железы. При заболеваниях щитовидной железы человеку во время жары очень полезно принимать препараты йода. Принимать препараты йода. Какие это препараты? Это мой препарат йод-потассиум или потассиум-йод. Высокой дозировки, одна таблетка один раз в день, 10-15-дневным курсом. Этого достаточно для того, чтобы привести себя в порядок. Также в случае, если у человека жара вызывает такое состояние усталости, нет совершенно никаких сил, то это может говорить о увеличении, загущении желчи в желчном пузыре, а также утягощенной и утяжеленной нагрузки на функциональную деятельность печени. И каким образом можно вообще с печенью работать и можно ли ее почистить, печень, в случае, если у человека есть проблемы печени. Вообще хочу сказать, что проблемы печени есть совершенно у всех людей, от мала и до велика. И эта проблема печени, она заключается в том, что человек принимает парацетамол, который находится в составе при всех абсолютно противовоспалительных препаратов, от ибупрофена и заканчивая нестероидными препаратами. Но обезболивающий эффект парацетамола, он в большинстве своем обоснован, и применение отменить нельзя. Но есть минус: парацетамол способен объединяться и не выводиться из печени, и находиться в печени длительное количество времени. Также вы знаете, что в большинстве своем на сегодняшний день пересадку печени ждут те люди, у которых было отравление именно парацетамолом. Именно поэтому я часто говорю, что когда человек на протяжении своей жизни в какой-то период начинает чувствовать себя плохо, особенно когда меняется погода, то есть становится жарко и повышается температура, то более всего реагирует наша печень и более всего реагируют вот такие камни, которые находятся в такой печени. Ухудшается отток желчи, ухудшается функция двенадцатиперстной кишки, снижается кислотность, повышается кислотность двенадцатиперстной кишки, что может привести к появлению язвы. Ухудшается общее состояние тонкой кишки, появляются такие гастриты, ухудшается деятельность желчного пузыря, появляются холециститы, ухудшается деятельность слепой кишки, появляется запор или наоборот диарея. Это все под собой тянет еще и дополнительно, как ни странно, аллергические проявления, которые в целом связаны как раз с диареей или с запором. И вот оно все вокруг этого развивается, и человек начинает болеть. Если из этого какой-нибудь вывод, кроме питья соды? Несомненно, есть. Один из таких удивительных процессов, которые возникают у человека, заключается в его употреблении горячей воды. Наш организм необычным образом реагирует на употребление
употребления горячей воды, выделяя в большом количестве желчь. В случае, даже если желчного пузыря нет, вы не должны этого бояться. Желчные протоки обычно имеются напрямую, входят в двенадцатиперстную кишку. Именно поэтому переживать по поводу того, что ваша желчь куда-то не оттекает и что-то там с ней происходит, ну, этого делать не нужно. А вот переживать, что в самой печени могут находиться парацетамольные камни, об этом я бы начал переживать. Ну и как же от этого всего очиститься, как привести печень в норму и как вновь обрести силы? Друзья мои, ловите лайфхак. Он связан с питьем горячей воды. Как ее необходимо использовать, как было написано в книге Вардурьян Босанджи Джамцо, где он сказал о том, что существует такой необычный метод, который позволяет очистить печень человеку. Я об этом ранее говорил, даже неоднократно. Я говорил о том, что питье горячей воды в определенное время в небольшом количестве способно очистить желчный пузырь и очень благополучно повлиять на поджелудочную железу. Каким образом применяется? Выбирайте одну неделю, но не больше 10 дней, можно 7 дней, 8, 9, 10, максимальная. И на протяжении этих дней каждые 4 или 5 часов, можно 6 часов, каждые 4, 5 или 6 часов пьете 4 или 5 глотков горячей максимально кипяченой воды. То есть воду необходимо закипятить, и когда она будет горячая, то ее старайтесь маленькими глоточками набирать и глотать. Так, чтобы не было ожога носоглотки и пищевода, старайтесь ее пить очень предельно аккуратно, не заливайтесь, не нужно здесь маниакального состояния и фанатизма, старайтесь делать все умеренно, по чуть-чуть. Даже эти маленькие глотки достаточно для того, вода должна быть скорее не кипяток, а умеренно горячей. И такая вода по 4 глотка каждые 4 или 5 часов на протяжении 7 или максимально 10 дней способна очень улучшить ваше состояние. После чего 10-15 дней делается перерыв и повторяется. Повторяется обычно курсом 4 недели. За эти 4 недели человек начинает чувствовать себя лучше, снижается, в случае, если есть асцит, уменьшается живот. Очень рекомендую. Знаете, что на 2-3 день может быть выброс бактерий, и он может быть связан с тем, что будет очень плохой запах изо рта. Это тоже естественное состояние, так как горячая вода и часто ее употребление может немного травмировать сфинктероидий, который может отгибаться в это время, как бы провоцируя появление эзофагиального рефлюкса. Не переживайте по этому поводу. После отмены приема воды данная проблема сама по себе исчезает. Поэтому можете смело это применять. Нет никаких противопоказаний. По моему мнению, это показано всем абсолютно людям, даже тем людям, у которых было усечение желчных протоков или желчного пузыря на фоне дискинезии или закрытых протоков и так далее. Наталья Милашко. Добрый вечер, Андрей Андреевич, здоровья вам всем. Спасибо. Олена Подалка. Добрий вечір, Андрій Андрійович. У брата температура 10 днів. Врачі не знають, що з ним. Всі наші рекомендації допомогли, але не допомагає. Не знаємо, що нам робити, до кого звертатися и так далее. Дело в том, что высокая температура, она может быть чем угодно. Инфекционные причины может иметь там гастроэнтерит, ветряная оспа, это может быть паротит, краснуха, коклюш, ангина, скарлатина, бронхит, пневмония, обострение туберкулеза, мононуклеоз, это может быть даже синдром иммунного дефицита или проявление каких-либо заболеваний. В случае, если есть сыпь на животе, и она активная, сыпь на животе и на бедрах, внутренней части бедер, характерная для скарлатины, это может говорить о том, что он болен скарлатиной. В случае, если у него горло болит, при этом применение жаропонижающих препаратов не снижает температуру, внимательно осмотрите его на сыпь, также осмотрите его горло. В случае, если есть такие ангиноподобные воспалительные процессы неба и задней стенки горла, и миндалин, и даже корни языка, это может говорить о дифтерии,
А в случае, если у него есть при этом сыпь, это может говорить о скарлатине. Поэтому не занимайтесь самолечением. Я считаю, что в случае, если воспалена носоглотка, то обязательно необходимо обращаться прямо в инфекционную больницу, минуя терапию, даже по скорой помощи. Прямо говорит, что у меня вот такое не проходит 10 дней, болит носоглотка, есть сыпь по телу, вас по скорой помощи отвезут сразу в инфекционную больницу. Для установления диагноза правильного и для правильного лечения или прохождения курса. Можно ли лечить что-либо в домашних условиях? Такие заболевания проистекают очень реактивно с повышением высокой температуры. Не надо заниматься самолечением, необходимы правильные антибиотики, правильная терапия, наблюдение за пациентом. Не нужно заниматься самолечением. Поэтому в случае, если у вас температура не снижается, обязательно обращайтесь, скорее всего, к инфекционисту. Скорее всего. Ну а если вы в деревне живете, то напишите мне в Telegram. Сфотографируйте горло, сфотографируйте его живот, и я скажу, что будем делать. Но лучше всего начинать все-таки с инфекционной больницы. Лиола. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Что вы думаете о лечении женских болезней китайскими тампонами? Действительно помогают, например, от полипов, эндометриоза и так далее. Или еще лечение березовым дегтем. О лечении березовым дегтем я слышал. Но для того, чтобы понять, что лечить, необходимо четкий диагноз того, что же на самом деле с вами происходит. Очень часто женщины считают, что у них полипы, а на самом деле это могут быть проблемы матки. То есть это может формироваться онкологическая опухоль матки. Необходимо делать исследования, провести исследования все-таки гинекологические и понять вообще, в чем проблема. Эндометриоз. Эндометриоз тоже является проблемой не формирования, не отслаивания эндометрии, сохранения его на матке. Что в дальнейшем и приводит к тому, что он изменяется и нарастает или появляется увеличение эндометрии. Обычно это связано как раз с гормональными процессами. Прежде всего это эстроген. То есть необходимо просто проверить гормоны и, возможно, как правило, принимать препараты эстрогена. Для этого проверяется гормональная панель, смотрят эстроген, прогестерон и осмотр гинеколога. Правильная такая терапия может помочь. Если такие методы использования дегтя, деготь достаточно реактивное вещество такое, в случае, если человек будет вагинально ставить деготь, то могут возникнуть проблемы. Поэтому я лично не рекомендовал бы. Можно вспомнить Маньковского Александра Ивановича, который являлся доктором медицинских наук, нефрологом, урологом, со своей женой, по-моему, Полина Маньковская. И они в свое время создали программу такую по лечению как раз эндометриоза с использованием ароматических масел. Они рекомендовали использовать в случае, если были проблемы эндометрии, использовать клиндомициновые свечи. И утром при этом на ночь их ставили вагинально. И утром спринцевались на 1 стакан воды по 2 капли ароматических масел нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. И вот таким образом делали 10-дневный период, 10-дневный курс лечения. Простите. А спустя 1 месяц повторяли. Также рекомендовали ставить мазь Вишневского вместо в дальнейшем клиндомицина. Не помню эту саму систему. У меня есть великолепные свечи, они называются Endometrix. Используйте данные свечи, очень проверенно, действительно восстанавливает эндометрию, улучшает общее состояние. По поводу женских болезней и китайских тампонов, бесконечное большое количество есть китайских тампонов самых разных компаний, с самыми разными ингредиентами. Какая задача тампонов? Они должны адсорбировать, после этого нормализовать микрофлору, по идее, ускорить или восстановить ткани, кровоподачу, обмен веществ в органах малого таза. Но на самом деле, что это такое и как это действует, я могу сказать, что в большинстве своем
все равно рано или поздно все заканчивается гинекологически, знаете, вот так. Олена Подалка. Добрий вечір, прошу вашої помощи, брату не можуть поставить диагноз. Помогите, милый, ответил вам. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, в какое лучшее время есть фрукты, овощи, каши и так далее? В случае, если у человека диарея, то человеку или вздутие живота, или частая диарея, такому человеку я не рекомендую принимать никаких фруктов и не рекомендую принимать сырые овощи. Потому что это провоцирует появление диареи. Также вы должны знать, что фрукты в любое время повышают кислотность желудка. Поэтому людям, у которых есть проблемы с повышением кислотности желудка и с язвой, людям, у которых есть неспецифический язвенный колит, панкреатит, заболевания желчного пузыря, фрукты в большом количестве не рекомендуются. Но есть очень интересный лайфхак. Он заключается вот в чем. При употреблении фруктов, если вас вздувает, потому что хочется съесть и арбуз, и дыню, и хочется съесть, наверное, и малинку, и смородину, или еще что-то, вашим спасением может быть обычный домашний огурец. Почему огурцы снижают кислотность желудка? Поэтому в случае, если у вас высокая кислотность желудка, обычные огурцы могут существенно вам в этом помочь. Очень рекомендую, особенно сейчас, кушать огурцы. Огурец — это спасение для поджелудочной железы. Есть даже такая огуречная диета. В случае, если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, сейчас в это прекрасное время, когда появились огурцы в домашних и приусадебных участках, на огороде, используйте данные огурцы, мойте и после чего кушайте. В случае, если подагра без шкурки, в случае, если подагры нет, со шкуркой. Вообще могу сказать, что в случае, если отрезать огурцу попку, то на фоне приема огурца у человека не появляется подагра. В целом сейчас уже доказано, что неупотребление щавелевой кислоты, неупотребление огурцов не поднимают у человека и не провоцируют у него появление в дальнейшем или роста пурина в крови. Поэтому считается это чуть-чуть прошлым и неправильным восприятием мира. При подагре очень помогает вишня. Очень вишня помогает. Вообще сейчас вишня — это находка, и как раз сейчас сезон вишни. Вишня, она очень реагирует на стафилококк, и в случае, если у человека есть ревматоидный артрит, подагра, необходимо кушать вишню ежедневно, как можно чаще. Минус заключается только в том, что в случае, если у человека есть расстройство желудочно-кишечного тракта, есть аутоиммунные заболевания какие-либо, есть диарея, и есть, допустим, язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки или хроническая диарея, то такому человеку вишня в большом количестве не нужна. Но вишня может помочь человеку избавиться, улучшить иммунитет. Полезно очень тем людям, у кого есть проблемы с кровью, допустим, при пониженном гематокрите, при пониженных лимфоцитах, лейкоцитах всех форм, при пониженном гемоглобине, при пониженных эритроцитах. Это гематокриты есть. Ну вот вишня очень хорошо. А овощи, каши и так далее. Смотрите, если человек хочет, в случае, если человек хочет получить пользу от определенных каш, то он должен знать, каждая каша имеет определенное влияние на человека. Желтенькое пшено, если его кушать, снижает артериальное давление. Поэтому людям с анемией и пониженным артериальным давлением такая каша не нужна. Если есть много гречневой каши, гречи, то у человека может увеличиться вес, особенно если у него первая плюс группа крови. Также гречневая каша, в случае если ее кушать при анемии, может улучшить состояние гемоглобина. Какие кашки я еще знаю? Гороховая каша и фасолевая. В случае, если человек кушает фасоль, улучшается состояние кожи. А в случае, если кушать гороховую кашу и бобовые любые, то улучшается состояние селезенки. Также говорят, что бобовая каша очищает легкие и улучшает дыхание при любых заболеваниях легких. Также бобы отбеливают зубы, поэтому употребление бобов в виде толченых бобов,
толченой фасоли. Мое, кстати, самое любимое блюдо. Я очень люблю белую фасоль и черную. Если черная, чтобы как лобио было приготовлено, а если белая, в виде вот такой нашей румынской кашки. И которую делают с лучком и чесночком, и я вот ее обожаю. Это мое любимое блюдо. Рисовая каша. Рисовая каша, в случае, если есть утром теплую рисовую кашу, то тогда у человека очень улучшается состояние липидов. Есть у нас липопротеиды низкой плотности. Так вот, если есть рис по утрам, то липопротеиды низкой плотности, они снижаются, и уровень холестерина тоже может снижаться. Но в случае, если есть каши много, то тогда уровень гормонов снижается, у человека может быть усталость. Также у такого человека снижается либидо. Да. Говорят, что Ладно, какая разница. А вот холодная рисовая каша может наоборот у человека поднимать температуру, поднимать настроение, улучшать самочувствие энергетическое такое. Кашки можно кушать и смешивая. Допустим, если есть кашу рисовую напополам с гречневой, то худеешь. Это проверено. У меня был такой совет, я его могу еще раз дать. Я когда-то говорил, берите рисовую гречневую кашу. Можете вместе сварить, можете отдельно. Смешайте между собой. Положите где угодно и как угодно. И добавляйте в еду. В какую? В любую. Едите салат, добавляйте. Едите суп, добавляйте. В молоко не добавляйте. И, там, ешьте с чем угодно. Хотя бы 1-2 ложки каждый раз, когда кушаете. Это имеет свое объяснение. Почему-то наш организм не может очень долгое время употреблять одни и те же продукты. Почему-то вот он не хочет этого делать, и на этом основана сама идея. Можно ли похудеть, употребляя кашку рисовую с гречневой, смешанной напополам, добавляя в еду? Как ни странно, я знаю, что большинство людей мне не поверит, но я и не говорю, верьте мне. Проверьте просто и потом напишите огромное спасибо, потому что это помогло огромному количеству людей просто банально и с легкостью изменить свое состояние, уменьшить вес и улучшить общее самочувствие. Фрукты очень хорошо кушать при запорах. Фрукты стимулируют выделение соляной кислоты, соков желудочно-кишечных, перистальтики в всех абсолютно и фруктах. Фрукты уменьшают количество холестерина. В случае, если у человека высокий холестерин, то фрукты могут уменьшить. Так у людей, у которых есть проблемы с холестерином, обычно он растет в первой половине дня больше, чем в ночное время. И это так развивается атеросклероз. Фруктовая диета — это одна из диет, которая уменьшает атеросклероз. Наблюдая за людьми, которые длительное время, будучи веганами или вегетарианцами, и переходили на фруктарианство, то я могу сказать, что у этих людей, особенно у тех людей, у которых были проблемы, как раз связанные с высоким холестерином, совершенно исчезал высокий холестерин. И это было удивительно, потому что это были люди более такого взрослого возраста. И нет, не уменьшался гемоглобин, не уменьшался гематокрит, и не уменьшались эритроциты, и не уменьшались показатели эритроцитов. Ничего такого замечено мной не было. Да, в целом можно сказать, что где-то или для кого-то это может быть хорошо. То есть для кого-то и там не уменьшалось ни среднее содержание концентрации гемоглобина, ничего такого не было. Так. Я отдаю предпочтение цитрусам. Я считаю, что очень хорошо кушать цитрусовые. Мандарины в случае, если слабый иммунитет. Апельсины очень помогают легким. Вы знаете, если брать напополам молоко и напополам смешивать с апельсинами, то имеет просто мощнейший отхаркивающий эффект.
очень рекомендую людям, у которых есть осложнения, которые связаны с дыханием, там эмфизема или какие-либо заболевания бронхов, либо заболевания, даже туберкулез. Принимайте это безопасно и дает очень хороший такой эффект. Как это действует, можно гипотетически предположить, но исследований я никогда не видел. Андрей Шумейко. Добрый вечер. Подскажите, жена беременна 4-м ребенком, срок небольшой. Мы как бы не готовы к этому ни финансово, ни психологически. Плюс здоровье у жены. Не знаем, как быть, склоняемся к не самому лучшему. Всегда помните, дети — это самое лучшее, что может произойти с человеком. Если в концентрационных лагерях женщины рожали и сохраняли этих детей, если люди, они так устроены, человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому, видимо, высшим силам гораздо понятнее и важнее, чтобы у вас появился в это время ребенок. Поэтому дает ребенка и на ребенка даст. Что вы будете работать больше, соберетесь, будете активнее, не заморачивайтесь. Дети — это всегда к счастью. Возможно, это самый замечательный, самый уникальный, самый знаменитый, самый удивительный ребенок, который будет вас всю жизнь помогать вам, содержать, будет всю жизнь заботиться о вас. Перестаньте, перестаньте. Женщина никогда не готова к тому, чтобы ребенка выносить. Нет ни одной женщины, которая после 3-го ребенка хотела бы выносить еще 4-го. Я в этом абсолютно уверен, потому что это просто очень тяжело физически. Почему? Ну так не спать на боку, на животе, все время носить. Это каждый раз это сумасшедший стресс. Ну, дал Бог, пусть будет. Следите за женой, старайтесь больше, все будет хорошо. Рожайте 100%. Елена Ображунас. Пожалуйста, стоит ли мне делать повторно УЗИ левой руки, не имеет и на ладошке шарик, который не проходит? Нет, это не опасно. И не имеет рука не из-за шарика у вас. Она не имеет у вас из-за позвоночника. Нет, нет, это не связано с саркомой, это не онкология вообще. Нет, не переживайте. Елена Шкрипко. Подскажите, как повысить иммунитет? У меня куча проблем со здоровьем, постоянно что-то болит. И на нервной почве много проблем тоже. Вроде и витамины пью, но увы. Я открою вам тайну и вынужден сказать, что, простите, конечно, универсального или уникального препарата, который бы мог помочь человеку поднять вот так вот иммунитет, вот как вот принято говорить, препараты, которые могут повысить иммунитет, ну, таких препаратов быть не может. Почему? Дело в том, что у нас иммунитет, он состоит из лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов, моноцитов, из общих белков, из глобулинов, фиброгенов, и так далее. То есть он у нас состоит из и связан с там, антителами, с там, Т4, Т3, с кортизолом, адреналином, с гормонами, с эритропоэтинами, с липазой, амилазой, с иммуноглобулинами А, G, М, Е, Д и так далее, и так далее. То есть вот влияет и на еще клетки иммунитета, такие сложные, как там Т-киллеры, есть еще хелперы, там куча всего. И вот когда человек говорит, есть ли что-то, что может помочь увеличить весь этот иммунитет, то нужно просто понимать, что повлияло или что служит на сегодняшний день, что иммунитет снижает. Обычно это 3 компонента, которые человеку мешают нормально жить, и необходимо определить, что же это такое. Итак, первое — это плохое функционирование желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что плохое функционирование желудочно-кишечного тракта приводит к тому, что снижается иммунитет. Как определить? Это либо диарея, либо запор. Смотрите, при диарее происходит так.
Нижняя часть нашего желудка, туда попадает кислота, не формируется пепсин, и после чего повышенная кислота попадает в двенадцатиперстную кишку, появляется изъязвление двенадцатиперстной кишки, это негативно влияет потом и на печень, появляется диарея после этого, в большинстве своем может проявляться еще и в дальнейшем там, язвенное заболевание слепой кишки, появляется геморрой. Также могут появляться какие-либо заболевания, которые идут смежно, то есть очень часто это кашель может быть, с отхаркиванием, аллергия на этом фоне, это все кишечные проблемы и даже судороги. И неусвоение происходит минералов на этом фоне, появляется через кишечник должно вводиться 40% пуринов, оксалатов, они не выводятся, это все нагрузка для почек, появляется мочекаменное заболевание, формируются заболевания в дальнейшем, связанные с почками, пилонефриты, нефрозы всевозможные, мочекаменные болезни, заболевание мочевого пузыря догоняет потом это все, может быть формирует после этого там, вагинальную кислотность, и может привести к появлению воспалительных процессов, увеличивает кислота такая, она может увеличивать появление анаэробной микрофлоры, там, синегнойной палочки, золотистого стафилококка, протея. Формирование, также это инфекционные заболевания, которые могут спровоцировать это все. Все это в комплексе необходимо лечить с позиции улучшения иммунитета, влияя на желудочно-кишечный тракт. Каким образом? Всегда помните, повлиять на желудочно-кишечный тракт можно исключительно восстанавливая микрофлору. Но это невозможно сделать, потому что микрофлора наша, к сожалению, никакими бифидобактериями никогда еще не восстанавливалась. И то, что вам говорят, принимайте бифидобактерии, это восстановит ваш желудочно-кишечный тракт, я бы отнесся скептически. Я бы отнесся к этому скептически. Возможно. Но дозировки, которые человек принимает, совершенно, настолько минимальны. То есть это должны быть дозировки такие глобальные, я не знаю, бифидобактерии должны, и опять-таки бифидобактерии, они должны иметь, у нас же есть своя собственная микрофлора, она может иметь еще и иммунитет, то есть она может отторгать бифидобактерии, не формировать общие колонии, там, создавать какие-то процессы наоборот отторжения, там, исключения и так далее. Ну и что здесь может помочь человеку? Ну, первое, необходимо всегда помнить о том, что начинать необходимо с сорбентов. Сорбенты. Что является сорбентами? Сорбентами являются определенные вещества. В нашем случае одно вещество называется диоксид кремния, а другое называется кремниевая кислота. Кремниевая кислота — это сорбент, который я продаю в препарате, который называется Силокс, а диоксид кремния я продаю в препарате, который называется Антитокс Драй. Принимайте Антитокс Драй по 1 чайной ложке на стакан воды, хоть у вас запор или диарея, все равно. Принимайте Ксилокс, мой препарат, 1 таблетка или 2 таблетки 2-3 раза в день. Кстати, на фоне приема Силокса по 2 таблетки 2 или 3 раза в день очень быстро худеешь. Это проверенный факт. Снижается вес на животе, уменьшается жировые отложения на боках, живот уменьшается, вообще потрясающе. Разгрузка происходит мощнейшая, кишечник работает на ура, все вообще великолепно. Второе. Необходимо микрофлору восстановить. Для этого необходимо препарат, который называется экстракт железняка. Экстракт железняка. Очень себя зарекомендовал при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Третий препарат. Если есть диарея, принимайте пепсин. Это тоже обязательно. Он восстановит функцию нижнего отдела вашего желудка, а также именно в этом отделе будет происходить расщепление и формирование и расщепление белков, как молочных, так и обычных трипсином. Не будут формироваться язвы, не будет переходить кислотность в двенадцатиперстную кишку и так далее.
И вот так это, ну, можно еще использовать жидкий каолин. Используйте еще жидкий каолин, это тоже каолин-сорбент такой у нас появился, жидкий каолин по 1 чайной ложке на стакан воды, или можно так выпивать, он с малиновым вкусом, очень рекомендую. Все эти препараты, великолепные препараты для восстановления кишечника. После того, когда человек пропивает 1 месяц данные препараты, кишечник начинает работать, появляются силы, появляется энергия, лучше зрение, исчезают камни в почках, перестает сдуваться желудок, перестает болеть поджелудочная железа и так далее. Второе, забыл сказать, там же могут появляться еще инфекции. У человека могут быть перенесенные заболевания, ряд заболеваний вирусных, могут являться или формировать определенные кластерные, или, можно сказать, местные инфекционные осложнения, то есть могут где-либо находиться. Они могут находиться как в слепой кишке, что очень часто бывает, как в поджелудочной железе, как в пищеводе, как в носоглотке, как в легких. Они могут находиться в печени. То есть о чем я говорю? Это бактерии. То есть это могут быть как там, бактерия протея, или это может быть там, стафилококк, стрептококк, ну и так далее. Это могут быть разные формы стафилококка, стрептококка. И есть еще микозы, то есть это грибки, которые могут тоже находиться. И они обычно находятся у нас либо в желудке, либо в тонкой кишке. Микрофлора для этого им подходит. И если микозы устранять, то это препарат моей компании Альбикан. А если устранять инфекции, то это препарат моей компании, который называется Лизоцим Экстра. Или по-другому Мурамидаза. При гайморите принимайте мой курс для желудочно-кишечного тракта и сорбентов вместе с Лизоцим Экстра. А также используйте препарат Лизоцим Экстра для назальной ингаляции, а также для введения назально в виде спрея такого препарата. Лечение на протяжении 1 месяца желудочно-кишечного тракта при помощи данных препаратов способно улучшить состояние носоглотки и в дальнейшем устранить заболевание гайморита. Следующее. Человек говорит: Андрей Андреевич, но у меня там все равно я очень часто болею, у меня иммунитет не тот и так далее. Здесь очень важно еще минеральное состояние вашего организма. Очень часто, когда у человека появляется аллергия, то вы должны знать, что аллергия является следствием потери жидкости в организме. Потеря жидкости в организме обычно связана с тем, что у человека формируется или очень частая диарея. Она может быть в том числе просто неусвоением жидкости. Это частое явление. Когда человек говорит, что я после каждого приема пищи хожу в туалет, то это для него нехорошо. Если выбирать уже запор или диарея, то я могу сказать, что диарея в 100 раз хуже. Но и то, и другое, конечно, большая трагедия. В случае, если у человека частый диарея или даже стул, но жидкий, 2 раза в день, либо 1 раз в день стул, но утром, и это все выглядит как бабах, как будто из бомбы какой-то выстрелили, то это говорит о несварении пищи, это говорит о том, что есть проблемы с усвоением белков, говорит о том, что есть проблемы поджелудочной железы с микрофлорой желудка, и нужны 100% сорбента от того, чтобы устранить гниение, которое находится в желудочно-кишечном тракте. И это обязательное условие начинать принимать такие сорбенты. И в этот момент очень необходимы минералы. Какие минералы? При аллергии необходимы минералы в виде натрия и калия. Сейчас уже есть доказательства, которые говорят, что при увеличении натрия в организме, а натрий где у нас находится? Ну так это сода пищевая, это поваренная соль. Кальция. А где кальций находится? Самые дешевые препараты глюконат кальция. По 1 таблетке 2 раза в день при аллергии. Щепотка соли. Сода, 1 чайная ложка соды на стакан воды. Как я рекомендую устранить, как убрать аллергию? Да слушайте, вы же делать не станете. Но если бы вы мне поверили, то очень бы быстро улучшили бы свое состояние. Ведь вылечить аллергию очень несложно. Подручными компонентами пищи. 1 столовая ложка соды и 1 чайная ложка соли на 1,5 литра воды. Самой обычной, из-под крана, только очищенной, сырой.
принимать по одному стакану 2 или 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Это устранит аллергию, и запор уберет, и улучшит общее состояние. Но подходит больше тем людям, у которых есть проблемы скорее запоров, чем диареи. При диарее обязательно принимать препарат пепсин и силокс. И когда начинаете принимать сорбенты, обязательно пейте много водички. Артем Сотников, подскажите, как избавиться от заикания? Есть растение, называется щавель, обычный домашний. Он уже, наверное, отцвел. И сейчас его необходимо выкопать, очистить и заваривать так. Сушеные корни щавеля, 1 столовая ложка на 1 литр воды, кипятится 40 минут, само по себе остывает. После чего пьется по 1 стакану 1 раз в день на протяжении 1-2 месяцев. Также очень помогает такое растение, как незабудка. Берется незабудка, цвет и стебелек, это такое, цветочки на лугу растут. Они собираются, высушиваются, завариваются 1 чайная ложка на стакан воды, пьется 2 раза в день на протяжении 3 месяцев. Если корень щавля пьют 2 месяца, незабудку пьют 3 и более. Здравствуйте. Поставили шейный остеохондроз. Какую эзотерическую практику, чтобы улучшение быстрее произошло? Заливайте позвоночник золотом. Представляете, будто там дырка в позвоночнике, и вы как в тигель наливаете золото. Делайте утром, в обед и вечером. Носите зеленую футболку, зеленые носки и зеленую нить на пояснице. Как это вы в школе моей учитесь и не знаете об этом? Ай-яй-яй, еще учителем меня называете. Анна, очень плохо по утрам низкое давление и мандраж, внутренняя слабость, пульс высокий, анализы в норме, не могут диагноз поставить, лечат дидозепамом, помогите, пожалуйста. Все проблемы, которые возникают у человека в нервной почве, связаны с дофамином. Дофамин либо там у нас есть, называется мезолимбическая дофаминовая система и мезокортикальная дофаминовая система. Мезолимбическая получается перенакопление, мезокортикальная подавляет мезолимбическую. Это все приводит к тому, что дофамина много, и это все необходимо убирать. Вот это да. И в этом всем участвует очень много разных нюансов. Когда человек говорит, что как мне вылечить заболевание, допустим, которое возникло у меня психическое, то обычно человек хочет, чтобы ему помогли словами. Но вы должны знать, сначала произошло здесь, а потом проявилось в виде поступков или действий человека, не наоборот. Когда человек говорит, то это уже следствие. То есть, когда у человека психическое отклонение, и он говорит или чувствует, это следствие произошедшего события, которое произошло в мозге, а не является началом. То есть, при психическом, даже не психическом, а при психологическом стрессе у человека появляется психологический стресс, он является инициатором появления реакции, и он либо раздражается, либо нервничает, либо переживает. То есть любой психологический стресс повлиял на то, что произошло какое-то действие, которое необходимо решать. Вот психологический стресс и действия можно откорректировать при помощи психологических тестов или психологом. При заболевании, связанных с нейромедиаторами мозга, обычно происходит совершенно по-другому. У человека не происходит никаких психических странностей и нет никаких травм. У него происходит сначала гормональный сбой, то есть он происходит подавление мезолимбической системы дофамин-рецепторов, происходит это по принципу перья или недо, и реагируют нейроны, либо это происходит на фоне ацетилхолиновых с недостаточностью ехолиновой реакции недоионизации кальциевых ионов в нейроне. И это все приводит в дальнейшем к тому, что появляется
там забывчивость появляется. Ну, это уже все остальное следствие. То есть, когда у человека происходит психическое отклонение, то следствием является то, что он чувствует. А психологическое это сначала почувствовал, потом следствие произошло. Поэтому лечить психиатрические заболевания психологическими методами это совершенно бессмысленно. Совершенно. Это, оно вызывает удивление и улыбку. Ну и, конечно, я не поклонник Фрейда и могу сказать, что в большинстве своем Фрейд где-то прав, где-то не прав, но его инсинуации, описанные в книгах с примерами, это такой высокохудожественный вымысел, который не подтверждался, когда работал его партнер Карл Густав Юнг, и не было подтвержденных вот таких моментов там, тотального излечения. То есть гипотезы о том, как это может влиять, были, о том, как это работает. Ну, конечно, там можно ему памятник поставить за кушетку, что он начал людей с психическими отклонениями, психиатрическими отклонениями класть на кушетку, как нормальных людей, не привязывать и бить током, и не делать там оперативное там, разрушение там, лобной доли мозга и так дальше. На то время было очень популярно в Германии. Ну и на этом ему спасибо. Итак, вот это наговорил. А тут чем же лечить такой вопрос? Чем же лечить и как же это все формируется? Вы знаете, это формируется очень сложными путями. Вообще эти пути, они очень сложные. Там ацетилхолиновые связаны с дыханием человека. Дыхание связано с тем, что кишечник там как-то работает правильно или неправильно. С усвоением кальция в нем участвует щитовидная железа, паращитовидная железа. Там ацетилхолины, это участки в нейронах, которые могут либо принимать кальций, либо отталкивать. Там нуклеус аккумбенс, темное ядро прозрачной перегородки мозга, она контролирует усвоение прекурсоров наших нейронов. Там, допустим, для того, чтобы появился дофамин, хорошо, чтобы был предварительно аминокислота L-триптофан. Ну и так далее, знаете. То есть недостаточность, дефицит, это можно там контролировать введением L-триптофана. Или там одним словом. А есть ли что-то, что может помочь? Вот в чем вопрос. Ну, прежде всего, необходимо обращать на циркадные ритмы. Я вообще считаю, что именно с циркадных ритмов и нарушениях циркадных ритмов все начинается. Будучи в Японии, я могу сказать, что я находился длительное время в Японии и находился на острове Окинава. И когда я находился там, то я был очень удивлен, когда разговаривал с одним из профессоров медицинского института, который на всю Японию обучает и консультирует и лечит психиатрические заболевания. Оказалось, что на всю Японию, она очень большая, там очень много людей живет, очень мало земли. На всю Японию очень маленькое количество психиатрических больниц. В то время как у нас в одном городе, может быть, в одном небольшом городе могут быть прям большие психиатрические больницы. Причем психиатрия и количество психиатрических заболеваний на сегодняшний день увеличилось в мега огромном количестве. Ну, и этому тоже есть объяснение. И с чем это связано? Я думаю, это связано с уникальностью культуры, где они говорят: кто раньше встал, тому и тапочки. И в чем эта особенность? Очень большое количество японцев имеют в традиции и желание, живут так, чтобы рано ложиться спать. Рано ложиться спать является ключевым компонентом для того, чтобы рано ложиться, рано вставать. Они так живут. Очень часто нарушение засыпания и нарушение и перетягивание своего засыпания в очень поздние часы нарушают естественные циркадные ритмы человека, что в дальнейшем может повлечь за собой появление вот таких заболеваний. Их много может быть. Это и навязчивые идеи, и кандинского клерамбо-синдрома, и маниакально-депрессивный психоз, и компульсии, обсессии, там, шизотипическое расстройство, там, и так далее. То есть там шизофрения. То есть заболеваний их там много, и диагностировать их достаточно
в том числе сложно, как бы понимая, что же происходит на самом деле у нас вот в этих системах мозга. Но начинать прежде всего необходимо 100% со сна. Прямо начинать необходимо со сна. Вечером человеку необходим серотонин, и человеку не нужно возбуждающего ничего. Если не можете на ночь спать, то днем не пейте кофе, не ешьте острых специй, ограничивайтесь в ярком свете, носите светоподавляющие очки темного цвета. Старайтесь на ночь не слушать ни музыку, не смотреть кино, не возбуждаться, никакого спорта, больше лежите. Находитесь как можно чаще в тепле, никаких таких гипервозбужденных состояний, меньше спорта, больше отдыха. Пища пусть будет больше жирная, больше сладкая, ощущение такого релакса. Обязательно ложитесь на коврике ляпко, так чтобы на всю спину был коврик ляпко. Ничего так не расслабляет человека перед сном, как коврик ляпко. Ложитесь на него на 10-30 минут, и если есть нарушение сна, будете спать очень хорошо. При этом еще и позвоночник, и ваши остеохондрозы тоже вылечите. Второе, обязательно увеличьте водный баланс и обязательно уберите любые запоры и уберите любые диареи, потому что это тоже очень влияет на нашу психику. Третье, обязательно принимайте мой препарат лития, который называется ЛЛС. Принимайте его по одной столовой ложке 2 или 3 раза в день. Очень часто на фоне голодания у женщин как раз с низкой кислотностью формируется недостаточность 3 элементов. Это кальций, магний и цинк. Недостаточность кальция, магния и цинка на фоне типичного голодания с снижением тестостерона очень часто, есть исследования, приводит к появлению панических атак и депрессивных эпизодов. Стало известно, что в большинстве своем женщины, у которых есть проблемы с появлением панических атак и депрессивных эпизодов, имеют одно между собой связанное действие. Они стремятся ограничивать себя в пище, что в дальнейшем приводит их к активному голоданию, нарушению усвоению к усвоению минералов и в дальнейшем появлению минерального голодания, снижение на этом фоне кортикостероидов и снижение кортизола, а также снижение минералокортикостероидов. Особенно это влияет на снижение кальция, магния и цинка. И есть такие исследования, когда у женщин, которым и также исследования гормонального состояния, то есть гормональный фон, у таких женщин очень часто снижается количество тестостерона. А тестостерон для женщин тоже важен. Обычно в случае, если он повышается, то это может привести к гипертрихозу. А в случае, если у человека снижается тестостерон, то снижается либидо. И женское либидо, оно как раз регулируется наличием тестостерона. Нет еды, нет тестостерона. Есть еда, нет еды. Вот голодные девушки сейчас, это очень модно. Большие губы и очень маленькое туловище. Это все женщины, которые в постели негодные. То есть у них будет в дальнейшем снижение либидо, они интима никогда не будут хотеть, они для жизни не годятся. То есть они не будут хотеть ни детей рожать, у них нет тестостерона. Ну и для таких женщин, у них рано или поздно будут формироваться панические атаки, навязчивые идеи. Это как бы естественно само под собой подразумевает. Что нужно? Кальций, магний, цинк. В моем препарате кальций, магний, цинк. По 2 таблетки 3 раза в день. Они маленькие, глотать их несложно. Изменять структуру питания или голодания не нужно. И обязательно препараты мускуса. Это препарат мускус, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. И желательно еще и трибулус. По 1 или 2 таблетки 3 раза в день. Хочу сказать, что женщина никакими препаратами, кроме парентерального введения тестостерона, подкожно или струйно, не может увеличить у себя тестостерон. Даже если вы трибулус этот будете есть мешками и ложками, вы тестостерон сможете поднять исключительно только до нормы, не больше. Поэтому в тех препаратах, где написано, я понимаю, если бы это был метандростенолон или какие-нибудь гормональные препараты для увеличения метаболизма и воздействия на половые гормоны, тогда да. А трибулусом в жизни никогда не поднимете. То же самое у мужчин. Поднять трибулусом до невероятных норм, сделать это невозможно.
это невозможно сделать. Именно поэтому трибулус на сегодняшний день не запрещен в Олимпийской ассоциации спорта, не является ни аналогом анаболических стероидов, ни анаболическим стероидом, никаким боком. Почему? Он косвенно влияет на выработку кортизона, кортизола, гидрокортизона, влияет на выработку гиалуроновой кислоты и влияет, как бы ставит в норму каким-то вот своим рецессивным, может быть, гипотетическим способом, парадоксальным, влияет на появление и восстановление в дальнейшем тестостерона у мужчин и у женщин. Поэтому, пожалуйста, и мускус такое же действие. Мускус, кстати, очень хорошо для тех, у кого плохой иммунитет. Поэтому психику лечить не нужно. Пейте кальций, магний, цинк и принимайте его вместе с препаратом ЛЛС и принимайте его с препаратом трибулус. И спите. Ложитесь днем, отдыхайте, ложитесь вечером, отдыхайте. Если у человека нет сил, что необходимо знать? Если у человека вдруг в какой-то момент не хватает сил, это говорит о том, что у человека падает глюкоза. Всегда это помните. Она может падать от того, что инсулин вырос при сахарном диабете второго типа. И второе, инсулин упал при сахарном диабете первого типа, либо при активном голодании. Поэтому в случае, если у вас эзофагиальный рефлюкс, в случае, если вы специально ограничиваете себя в пище, и после этого говорите, у меня нет сил, это правильно. Я вижу часто таких людей в своей жизни. Это такие замученные голодом женщины, которые много работают, а физических сил у них нет. Они лежат, а потом стараются что-то делать, живут на харизме. Почему? Доктор Берг сказал, глюкозы не есть. А нет глюкозы в крови. Ну и потом появляются проблемы. Почему? Питание наших клеток, оно связано с процессом появления энергии в митохондриях. Это называется циклом Кребса. Поэтому все наши митохондрии, всех наших клеток в организме, они все абсолютно связаны с расщеплением глюкозы. Поэтому недостаточность глюкозы, она не формируется единоразово. И инсулинорезистентность в обычном случае для людей, у которых есть избыточный вес, конечно же, может являться большой проблемой, несомненно. Но не стоит всем это говорить и не стоит считать, что каждому человеку необходимо 100% использования инсулинорезистентной терапии. Да, для людей с избыточным весом возможно. Но для людей, у которых вес недостаточный, это может быть категорически проблемой, если человек будет соблюдать такую диету на протяжении, допустим, 3-4 лет. Это может сказаться как на психическом состоянии, как на минеральном состоянии тела и, в общем-то, опорно-двигательной системы прежде всего, как на состоянии желудочно-кишечного тракта, потому что как ни странно, и сфинктер Оди реагирует на глюкозу, и желудок реагирует на глюкозу, и двенадцатиперстная кишка реагирует на глюкозу. Все реагирует. Я не говорю, что нужно засыпаться сахаром и так далее, но знать, что глюкоза, она необходима все равно. Нашему организму это важно. Поэтому низкое давление — это кальций, магний, цинк. Низкое давление — это отсутствие нормального тестостерона. И низкое давление — это стоп голодания. Не голодайте. Не голодайте. Дело в том, что если ваше тело не получает, то и мозг не получает. Голодание мозга приводит к появлению норадреналина. Норадреналин — это наша память и наша концентрация. И адреналина. Забыл еще сказать, если у вас вот прям такое сосредоточились, не можете отпустить, что-то произойдет, что-то должно произойти, что-то должно произойти, то это говорит о недостаточности еще гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК. Этот ГАМК, он тоже необходим. Это грубо релаксирующий специальный фермент, который релаксирует наш мозг. То есть нашему мозгу для того, чтобы он заснул, нужно перестать думать сконцентрированно о чем-то. И в этом случае ГАМК поможет. И очень опасно для таких людей прием алкоголя. Он ухудшает общее состояние.
Гидозепам в вашем случае, возможно, и нужен, но я могу сказать, что мое мнение, что восстановление циркадных ритмов и применение кальция, магний, цинка и трибулуса способно сделать больше, чем гидозепам. Ирина Рябова. Чувствую боль в костях. Анализы пока не делала. Супер. А что ж я должен делать? Анна Бездворная. Лечится ли миома? Большая уже? Нет, большая миома не лечится. Нет, большая миома, скорее всего, не лечится. И это может быть проблемой, так как большие миомы в дальнейшем могут спровоцировать кровотечение. Стоит ли идти на операцию по удалению миомы? Я занимаюсь медициной очень давно. Ну, наверное, с 2009 года. Вот с 2009 года уже 2024 год. То есть это очень много. Считайте, там, без каких-то годов уже 20 лет. Большую половину своей жизни даже. Хотя мне уже там много лет. И косвенно, конечно, не прямо, я связан был с большим объемом информации, которая связана с лечебными протоколами. Было время, когда я проверял лечебные протоколы, следил за их исполнением и так далее и тому подобное. И на сегодняшний день я могу сказать наверняка, в своей практике я не встречал ни одного случая, чтобы кто-либо когда-нибудь каким-либо способом вылечил бы миому матки большого размера неоперативно. Такого случая в моей практике не было никогда. Поэтому, скорее всего, рано или поздно придется вам с этим смириться и придется ее все-таки удалить. Поэтому пока не поздно, устраняйте. Беспокоят головные боли и боли в правом плече. Пропилар 3Dix антитокс, коллаген, цистин, что еще можно из ТФ. Ага, принимайте, вы не то принимаете. Первое, что нужно делать, голодайте один раз в неделю, в четверг, пейте только воду. Уберите мясо и принимайте мой антитокс, каолин жидкий, сорбент, принимайте силокс, лизоцим экстра, также принимайте препарат мигрофит и принимайте препарат L-триптофан. Эти препараты в комплексе уберут вот такую проблему, а не артридикс. Как вылечить фиброзно-кистрозную мастопатию? У меня есть препарат, называется мастопатин, по 2 таблетки 3 раза в день. Также есть мазь такая, она называется мазь для груди мастопатиновая. Используйте ее и, скорее всего, устраните. Всегда помните, что часто очень от голода, от устранения еды, от быстрого похудения появляются узлы, вот такие фиброзно-кистозные. Также не забывайте о том, что очень часто повышающиеся эстрогены, они могут стимулировать появление фиброзно-кистозной мастопатии. Есть препараты, которые могут снизить эстрогены. Это препарат моей компании Индол. Можно попринимать тоже по 1 таблетке 2 раза в день. Можно женское здоровье и Индол. Это 2 разных препарата. Женское здоровье повысит эстрадиол, а эстрогены понизит препарат Индол. И это очень хорошо влияет на мастопатию. Были ли способы, когда у людей исчезали фиброзно-кистозные мастопатии? Были, да, на фоне применения такой мази. Всегда знайте, что чем быстрее вы худеете, тем больше будут становиться узлы. Также резко худеете, тоже будет больше. Дальше, грудь не должна замерзать, не должна, она должна быть всегда в тепле. Тоже помните, не ходите с глубоким декольте. Третье, грудь должна находиться свободно, и ношение разных подкладок в чашечку бюстгальтера могут спровоцировать появление сжатия грудной железы и уменьшение кровотока грудной железы. Любое нарушение кровотока железы приводит к появлению фиброз. Там, где фиброз, там некроз. То есть не нужно этого делать, потому что это приводит к излому, к неудобству, она перестает правильно функционировать, в дальнейшем появляются вот такие проблемки. Не нужно, носите свободные бюстгальтеры, это большая проблема для женщин. Многие женщины специально выбирают бюстгальтеры так, чтобы там были подкладки. Не делайте этого никогда, потому что ничего так не ломает женскую грудь и ничего не портит так женщине и здоровье, как подкладки и неправильно выбранный размер бюстгальтера. Правду вам говорю.
Наталья Полюхович. А уже все, будем заканчивать. Я инвалид второй группы, моему внуку 24 года, он мой опекун. Хочет ехать в Германию работать. Нас через границу попустят? Нет, не пропустят. Люда Кулинич, какой вашей продукции можно помочь? Сейчас жена наругает. Включил кондиционер и кашляю. Какой вашей продукции можно помочь при мерцательной аритмии? Есть великолепных два продукта. Один называется Apimox, и второй препарат называется NSCard. Apimox, APIMOX, Apimox и NS Нина Сергей-Card. NSCard и Apimox. По одной таблетке 3 раза в день, желательно натощак вечером перед сном, и вот о такой аритмии забудете. Лена Тутун. Муж Михаил переболел ковид. Поразились все нервные окончания и сосуды. Боль просто гуляет по всему организму, чем ему можно помочь. Такая боль является следствием поражения корешков, нервных тканей, является уже описанной, да, и она является, уже есть описание того, как это происходит. Сейчас новый такой вирус есть, он, по-моему, Зима как-то называется. Это уже особого вида вирус. И вот он больше всего поражает вот так корешки нервных окончаний. Очень поможет хитозан. Найдите хитозан и принимайте хитозан по 2 таблетки 3 раза в день. Очень поможет мой препарат, который называется изотон, по 1 чайной ложке раз в день. И мой препарат поможет бетулиновая кислота и эстенервы, еще морбустоп. Вот эти препараты. В случае, если у вас нет доступа к таким препаратам, но хитозан там можете купить, то можно попробовать, знаете что, можно попробовать финлипсин, только небольшую дозировку, а маленькую, там 40 миллиграммов, полтаблетки утром и полтаблетки вечером. Или вольпрокам, тоже полтаблетки 2 раза в день. Андрей Андреевич, собираюсь принять альбендазол. Пока нет возможности заказать препараты, посоветуйте сорбенты заменить кашами и порошком магнезии. Нет, порошок магнезии не может являться сорбентом вообще никак. По поводу каши, они тоже сорбентом не могут являться. Очень хорошие есть сорбенты французской фирмы, называется это, вот есть хорошие сорбенты Энтерос, там Энтерос гель. Самый лучший сорбент это активированный уголь. Можете использовать активированный уголь. Как его принимать? Из веса своего. Вы должны знать, что максимальная доза активированного угля, который человек может принимать не за раз, это 1 таблетка на 10 килограмм веса. То есть, если во мне 110 килограмм, то я в день должен при отравлении принимать 11 таблеток. Но их принимать не за раз в одной пригоршне, а в разный промежуток времени. В случае, если у вас 60 килограмм, то вам надо 6 таблеток активированного угля, допустим, по 2 таблетки 3 раза в день. Можно ли с альбендазолом принимать активированный уголь? Да, можно, пожалуйста. Да. Можно, знаете, что смекту, великолепный сорбент французского производства. Это особого рода очищенная белая глина, великолепный препарат, очень помогает и создает такой процесс защиты слизистой оболочки, восстановления, сорбация там мощнейшая, великолепный, пожалуйста. Посоветуйте поддержку организму при сколиозе 3 степени, сейчас 40, скрутило в 14. Лежите на аппликаторе Кузнецова. Я серьезно говорю, по 30 минут 2 раза в день, утром и вечером. Спину после этого смазывайте или натирайте, особенно позвоночник, обычным свиным салом сырым. Прямо чтобы кто-то натирал вот так вот. Будете делать, сколиоза не будет. Как хотите, верьте или нет, проверено многократно. Выравнивается позвоночник, человек вообще другой становится. Берите скалку и скалкой обычной массажируйте заднюю часть поясницы и бедер. Это тоже очень помогает. Лена Гребенюк. У меня ребенок с задержкой развития, 7 лет, не говорит моя боль, он часто убегает, и неважно, где мы находимся или в центре, дайте совет. Дайте совет по развитию ребенка. Мной разработан препарат Мнемонорм. Также найдите мое видео, которое называется «Задержка» или гипераммониемия.
Очень часто у детей, у которых есть задержка развития или развития каких-либо заболеваний, происходит вот такая проблема. То есть у них развивается гипераммониемия. Я считаю, что лечение гипераммониемии, там я говорю, какими препаратами, может существенно помочь ребенку изменить и концентрацию, и восприятие, и так далее, и тому подобное. Поэтому да, это можно все пустить вспять. Также препарат у меня есть мной разработанный Мнемонорм, великолепный препарат есть. Этот знаменитый мальчик Коля, который просто в клетке привезли в свое время ко мне в офис, и спустя вот 4 или 5 лет этот ребенок сейчас полноценный член общества, хорошо себя чувствует и закончил школу и там, так далее. То есть могу сказать, что процесс развития ребенка может быть полностью делегирован на отделы, которые могут декомпенсировать его состояние. И в дальнейшем приговоры такие страшные, они могут быть отменены, ну и во всяком случае улучшить общее состояние ребенка многократно. Вопросов у нас, конечно, много. Здравствуйте, у сына умственное психическое расстройство. Пройдет ли это? Чем излечить? Не могу сказать. Если бы вы мне сказали, какое у него психическое расстройство, и сказали бы, какие вы препараты принимаете, я бы мог сказать гипотетически, если поставлен правильный диагноз. Правильно ли вам назначена терапия или нет. И там что в моем случае или чем в моем случае я могу помочь. А так вы говорите для меня чуть-чуть ни о чем. Простите, очень хотел бы помочь, но вот так не получится. Любовь. У меня атрофирован нерв левой стопы. Поднимаю, принимаю. Гебамокс по 600 мг 3 раза в день. Простите. Сейчас стопы опухают, а не менее больше. Что посоветуете? Спасибо. Необходимо написать на фоне какого диагноза атрофирования стоп произошло. То есть это полинейропатия или или что это? Я знаю, что в ходе лечения можно использовать препараты никотиновой кислоты. Они могут существенно улучшить состояние миелинового покрытия нервной ткани и улучшает общее состояние. Второй такой препарат, это препарат альфа-липоевая кислота. Она тоже имеет парадоксальное воздействие и улучшает общую токопроводимость как раз вот связанных таких структур периферической нервной системы. И есть гиалуроновая кислота, которая в свою очередь тоже участвует в процессе формирования покрытия и самой ткани нервного волокна. Очень рекомендую использовать все эти три препарата. Можно ли сказать от чего? Если будет, допустим, у вас полинейропатия на фоне диабетической полинейропатии стопы или стоп, то, конечно же, изменение общего состояния возможно при коррекции сахарного диабета первого типа. То есть это применение прямого, непрямого инсулина, дополнительной терапии при лечении данного уже такого побочного применения данных препаратов. И обязательно дуплероскопия для того, чтобы четко понимать. Если это травматическое, то возможно посмотреть, что поучаствовало или что привело к тому, что эта травма произошла, и уже рассматривать вопрос может кардинального оперативного характера, или сейчас существуют еще стимулирующие какие-то физиотерапевтические процедуры и так далее. Моего папы глаз не видит, совсем глаукома. Левый стал хуже видеть, начал в сентябре 23-го, постепенно падает. Подскажите, что делать папе? Глаукома только оперативно лечится сейчас. И это лечение происходит эффективно, глаукому можно лечить. В случае, если это краеугольная глаукома, она лечится. Если народные способы... У меня есть препараты капли, глаукамин и препараты капли для глаз. При глаукоме я знаю народные способы. Это навека ложить горячий белок яйца вареного, а также смазывать обычным пудрой от сахара. Ну, а такого ничего я не помню, а препарат есть. Я желаю вам здоровья,
Надеюсь, сегодняшняя лекция будет для кого-то интересна и поможет кому-либо встать на ноги и чувствовать себя лучше. Пусть ваше здоровье улучшается, не болейте. Возможно, мои рекомендации будут полезны и вашим близким. Именно поэтому я вас прошу по возможности разместить эту публикацию этого видео у себя на странице Facebook или в какой-либо социальной сети. Также буду очень признателен, если кто-то из вас возьмется и напишет тайм-коды к данному видео, потому что у меня, к сожалению, нет на это время писать тайм-коды. А это будет кому-то интересно еще и, возможно, облегчит жизнь тех людей, которые рядом. Знаете, в мире, в котором все друг другу враги, пусть находятся светлячки, которые помогают другим людям хоть немножко выживать и в таком бесконечно сложном мире. Поэтому, возможно, кому-то не нравятся мои такие народные рецепты или мои такие, может быть, некомпетентные рекомендации. Тем не менее, хочу сказать, что когда человеку ничего не помогает и нет возможности и денег, возможно, мои рекомендации смогут облегчить и улучшить его состояние. Опять-таки, я никогда не утверждал и не утверждаю, что все заболевания можно вылечить при помощи моих препаратов. И могу сказать, что человеческий организм бесконечно сложная система, которая очень часто ведет себя не только необычно, еще и парадоксально, еще и непонятно и так далее. Именно поэтому очень часто терапия медицинская или даже оперативная не всегда может помочь человеку привести себя в норму, провести реабилитацию и так далее. Ну и вот такие препараты, как Майни, они могут быть и профилактикой, и реабилитацией, и, в общем-то, наладить общее состояние, те рецепты, которым уже тысячи лет, и не потерявшийся опыт народных целителей и так далее. Поэтому извините за то, что даю народные рецепты, и спасибо за то, что используете мои препараты в ходе лечения, и спасибо вам за то, что являетесь светлячками и публикуете мои видео на своих страницах, для того, чтобы люди тоже, возможно, где-то услышали и в дальнейшем смогли себе помочь. Еще раз большое спасибо, до свидания, друзья.